Сегодня делаем цепь император. Расчет на это и другие виды плетений есть в приложении. Ссылка на главной странице канала и в описании к видео. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для плетения император понадобятся спирали с коэффициентом 2,9. Спирали должны быть разнонаправленные, с правой и с левой навивкой. Размер бегунка для обоих – половина диаметра ригеля. Плетение император является двурядным. Каждый ряд собирается из спиралей одного направления. Сборку половины полотна делаю следующим образом. Отрезаю от спирали примерно 2,25 витка и вкручиваю в него спираль. От вкрученного края спирали отрезаю еще 2,25 витка. Затем таким же способом формирую последующие звенья. Чтобы не запутаться, начиная со второго звена, место обрезки спирали можно определить по предыдущему звену. Коэффициент 2,9 является для этого плетения достаточно свободным, чтобы сборка происходила быстро. У меня получились вот такие отрезки цепи из левой и правой спирали. После сборки звенья практически неподвижны. Мне это не очень нравится, поэтому поджимаю витки и придаю полотну свободный вид.
На каждое звено приходится 5 точек пайки. С одной стороны на завитках и 4 усика. Окунаю цепь во флюс и начинаю паять. Вначале паяю по завиткам с одной стороны. Когда звено зафиксировано, я обрезаю усики. Так их паять будет удобнее. После пайки полотно выглядит вот так. Оно имеет небольшой продольный винт. Натягиваю цепь между двух ригелей и выравниваю его. Так следует поступить с двумя частями императора. Важно, чтобы в итоге правая и левая половины были одинаковой длины. На следующем этапе запиливаю места паек завитков. Нужно сформировать плоскость так, чтобы она не была завалена в бок. Рисунок припила должен быть одинаковый на двух половинках императора. Далее нужно подготовиться к очень ответственной операции – пайке двух частей между собой. Вначале я выставляю несколько звеньев так, чтобы рисунок был симметричным, и паяю их. Удобно паять звенья от центра к краям, выставляя и пропаивая за раз по 3-4 звена.
После пайки полотно с большой вероятностью не будет ровным. Поэтому протягиваю его через вальцы. Важно понимать, что удлинение цепи – это побочный эффект, потому как основная задача – это выравнивание. В моем случае длина цепи увеличилась в 1,1 раза. Далее в протянутую цепь вкладываю прямой отрезок проволоки и запаиваю. Впоследствии это позволит сформировать замкнутый рисунок. Хочу отметить, что такой способ больше подходит для крупных цепей. После пайки лишние части проволоки нужно вырезать. Запиливаю полотно с двух сторон до появления характерного узора. Места пайки точечно обрабатываю бормашинкой. Плетение Император очень выгодно смотрится в черненном исполнении. Естественно, при полировке наиболее выступающие элементы плетения приобретут характерный металлический блеск. На сегодня это все. Благодарю за просмотр и до встречи на Цепилогии.